Привет. Здравствуй, мой хороший, у нас тут веселое просто настроение. Значит, многие меня спрашивают: Леха, что, бросил нас на ютубе? А нет, ничего подобного. Я тебе, значит, рассказываю. Вот, ты меня, значит, спрашиваешь, а где ты сейчас стримишь? Где можно посмотреть твои прекрасные, блядь, эфиры? Все очень просто, сынок, смотри. Вот, тебе показываю на примере любого другого канала. Ссылочку, кстати, оставил внизу в описании. Заходишь. Вот так вот будет выглядеть мой канал. Вот здесь просто у меня нет кнопочек, потому что это мой канал. Но вот так вот будет у вас выглядеть. Вот так вот заходите по ссылочке внизу в описании. Вот так вот сердечко жмете. Ой, и попрет здесь контент просто как из ведра, да, просто литрами, килолитрами, да, здесь же фильмы смотрим, здесь же, да, заходи, потому что Vast, это наше будущее, это наше все, понимаешь? Так что я тебя жду на платформе Vast, ссылочка будет внизу в описании. Что-то там за окном кто-то выпилился, по-моему. Осуждаю. Так, все, продолжаем. Значит, у нас очередная серия. Так, все, тихо. Что это за звук был? Так, у нас все, очередная серия. This is police. Блять. Так, сейчас, одну секунду. Мимо окна что-то пролетело, блядь. Ой, бля. Ой, бля. Так, все. Одну секундочку. Ой, тушь потекла. Ой, бля. Кто-то не перенес блокировки Инстаграма, блядь. Так, все. А я тебе говорил, заходи в наш телеграм-канал, кстати. Внизу по ссылочке тоже будет. Блять. Так, сейчас. Сейчас, ребята, сейчас попрет, блядь. Так, сейчас пойдет, сейчас. Ой. Разрывная, блядь. Так, все, и не отвлекайте меня, тихо. Ой. Надо хоть в окно было посмотреть, может, он еще живой. Ладно. Так, мы не об этом. Так, переходим, продолжаем. Я не помню, какая у нас там 105-я серия по этой замечательной, прекраснейшей игре. Так что, ребята, вы ее ждете, вы ее просите. Кто просит, я не знаю. Но это я так, к слову. Все, переходим. 29-й день, и сейчас просто следователь Хардиньо сегодня наведет порядок в этом штате. 100%, да, наведу. Я могу, я наведу сейчас. Так, ехать на работу. Значит так. Наши бандитники в предыдущих сериях победили. Как и где, и говорить не буду. Посмотришь предыдущие серии, ссылочка на плейлист оставлю внизу в описании. Вот, пожалуйста. Серия начинается сразу с чего? Вот с чего серия начинается? Вот, пожалуйста. Все как в настоящей жизни. Что-то у меня изжога с утра. Да куда? Всем стоять, всем работать. В доме покапывает из трубы. Из какой у тебя трубы покапывает? Я всю ночь читал захватывающий детективный роман. Всем сидеть, бля. Я устал, еле держусь на ногах. Давай, дед, зайди. Так, все. О, лычечка. Опа. Лычечка, да? Лычечка. А кому же ее нам выдать? Ой, вы знаете, я бы на самом деле выдал... Бабке нельзя давать, и деду нельзя давать. Вы знаете что? Я бы повысил перспективных. Вот тех, кто прям вот кочегарит жестко, кирогазит. Я бы выдал вот этой вот барышне. Потому что следаков у нас хватает с повышением. Либо же можно Ван Дамму просто выдать по-жесткому. Просто жестко выдать Ван Дамму, понимаешь? Поэтому здесь, ну, спорно. Вообще, я бы, наверное... повысил вот эту барышню. Давайте ее и повысим.
Так, она у нас становится, кстати, офицером. То есть шанс на выполнение заданий у нас повышается. Перси у нас пойдет отдельным эшелоном. Мы ему дадим сразу 3 звезды и 8 этих. Все, поехали. Начинаем день. Опа. Что-то серьезное. Как вы думаете, когда шеф полиции в полной мере ощущает свою власть? Когда сажает кого-нибудь в тюрьму? Когда раздает приказы? Нет, это никакая не власть. Это чиновничья волокита. Часто, впрочем, приятная. Но по-настоящему могущественным чувствует лишь тот, кому пишут доносы. Доносы не обращены к закону. Доносы не апеллируют никаким инстанциям. Доносы не взывают к справедливости. Доносы не сковывают вас никакими официальными обязательствами. Нет, доносы — это личные мольбы. Плач обиженных, вой завистливых, стон неудачливых. Но доносчики не надеются на то, что вы разделите их обиды. Я, конечно, не зависть стукач, или но форму злобу. доклада знаю. Доносчики лишь верят, что вы любите власть достаточно сильно, чтобы решать судьбы людей, просто поверив кому-то на слово. Ага. Бизнесмены доносят на гангстеров. Гангстеры доносят на общественных деятелей. Общественные деятели доносят на политиков. А политики доносят на Вот бизнесменов. это дедушке надо. У доносов нет никаких правил, кроме одного. Не цель слишком высоко. Переоценишь свои силы, и твое нытье может стоить тебе жизни. Да. Кто-то, кстати, может Так и что продать выбери информацию. жертву попроще. Сгусти краски и постарайся сделать так, чтобы твоя мольба звучала как можно жалобнее. Донос, который я получил сегодня, напоминал что угодно, но только не мольбу. Убив Викуса Варгу и изгнав из города его сторонников, Конкурирующие фирмы. Сэнды укрепили свою без того практически беспрекословную власть. Даже месяц назад донос на кого-то из Сэндов был равносилен признанию в собственном сумасшествии. Сегодня же это сродни самоубийству. Ну, логично. Письмо, которое я держу в руках, напрямую связывает Генри Сэнда, лейтенанта мафии Сэндов, с гибелью успешного банкира Джона Паци. У Генри есть дочь, Мэриэн, балерина. С нее-то все и началось. Однажды Мэриэн танцевала главную партию в постановке «Жизель». Спасибо, ребят. А Генри, как гордый отец, позвал на премьеру всю верхушку Сэндов. Сейчас чуть попозже на донат Некоторых отвечу. деловых партнеров семьи. Среди гостей был молодой банкир Джон Паци. Он запал на Мэриэн, но девушка его отшила. Ну, дефолт. В ответ Паци подстерег ее как-то вечером после репетиции, затащил ее в свой лимузин и изнасиловал. Потом Джон отвез девушку домой. Какой джентльмен. И пригрозил, что если она расскажет о случившемся хоть слово, то же самое ждет ее мать. Отцу все-таки удалось вытрясти из Мэриэн правду. И он решил отомстить. Правда, Генри понимал, что он не может просто подойти и всадить пулю в Код Паци красный. средь бела дня. Богатый ублюдок слишком важен для семейного бизнеса. А Генри дорожит своей работой не меньше, чем жизнью. Он занимается транспортным обеспечением Сэндов. Он в курсе любой доставки, задержки, пробитого колеса и сломанного дворника. Именно благодаря Генри все операции Сэндов проходят гладко. У Генри есть свободный доступ к незасвеченным непростой. машинам. Ну и убийственный мотив, конечно. Да, он мог легко обставить гибель Джона Паци как случайный полуночный наезд пьяного водителя, который смылся с места преступления. Но сомневаюсь, что Генри Сэнд рискнул бы сделать что-то подобное. Куда вероятнее, что он бы пошел к боссам и потребовал Ну, голову логично, да. Паци, четко и ясно. Словом, я бы легко посчитал такое письмо выдумками гангстера на пенсии, на старости лет решившего рискнуть своей жизнью. Одно только обращение ко мне, мой милый маленький копкейк, вызвало желание тут же отправить бумагу в мусорную корзину. Но у этого доноса, в отличие от любого Капкей это другого, типа пирожок? была пироженка. подпись. Робеспьер. А, И я Д'Артаньян, точно ёпта. знал, что это не самозванец. Никто не станет выступать против самой могущественной группировки в городе, присваивая себе имя уличного клоуна. Как и все, я понятия не имел, кто Робеспьер такой и чего он хочет. Робеспьер. Но не было сомнений в одном. Это последний безумец. Самонадеянный психопат. Но это конченый А пойти значит, против дело таких типов. стоящее.
Слушай, ну здесь прям вообще просто, здесь очень спорно. А где у меня все сотрудники? Алло! Поступил новый вызов. Хер с ним вызовом. А где работяги все? Слышь? У вас нормально там все? Алло! А где у меня Джеки Чан? А где все нахер? Как их из такого списка осталось, блядь? Кого? Ну и хер с вами. Так, мэрия, наш запрос, наверное, ни хрена не одобрен. Ну, конечно! Ограбление. В здании банка ворвалось трое вооруженных грабителей в масках и потребовали открыть сейф. Алло! Пошел процесс, тут просто все жестко, блядь, аннигиляция. Просто сейчас пойдет тут. Все, вылетаем всей смены. А-ля улю, гони гусей. Шо? Стукачку деньги оплатили, все хорошо. Че тут, побег? Чего? Побег с места аварии? Да я тебя умоляю. Бывает что. Убежал и убежал, че бухтеть-то? Поступил новый вызов. Да, сейчас, подожди, тут сейчас главное, чтобы вся смена там не полегла. А то тут сейчас все закончится, не начавшись. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Ой. Банк расположен в центре города. Вокруг много машин и мирных людей. Ой, блядь. Значит так, подкрасться к окну банка и заглянуть внутрь. Сразу лицо отлетает у кого-то из них. Занять удобную огневую позицию у центрального выхода. Заблокировать выход из банка служебной машины. Машина разлетится вдребезги. Женские крики раздаются из банка. Вы окружены! Задание выполнено. Сюда! Легчайшая! Вопросы есть какие-то? Нет по скиллу? Просто жесткие, просто переговоры. Вопросики имеются? Нет, вся смена выживает просто изо дня в день. Красавчик Поступил вообще новый просто. вызов. Куда новый вызов? Подожди, еще со старого не приехали. Мать, тормози, там эти вызовы свои. Клепает там, не клепает, подожди. Да хуя себе! Откуда? До свидания. О, вот это наша тема. Дом профсоюзов. Из профсоюза позвонила до смерти накуманная девушка. С ним в здание вломился пьяный работник завода, который вчера вышел из профсоюза, а теперь требует вернуть деньги. Мужчина кричит, бьет стекла, угрожает. Ну, побянем что. И что делать? Ну, едь одна, что? Пошли, пацаны, что? О боже. Поехали. На скеле. Поступил новый вызов. Да и хер с ним, с этим вызовом. Я вам что-то, я не понимаю. Что? Драматический театр. Нехер в театры ходить. На улице криминал, погоня. Прекратите. В театры они все ходят. Дом профсоюзов. Отозвать. Задание выполнено. А, ну просто преступник скрылся. Обидно, да? Ну, скрылся и скрылся. Ну, подумаешь, кто-то расстроился немного. Поступил новый вызов. Че я не понимаю, началось тут? Драка, да хорош, вы что тут, я не пойму, в городе развели? Задание выполнено. Ну, все, бывает. Ну, просто скрылся. Бывает, ничего страшного. Отец-то не вовремя позвонил. Очень не вовремя. Извини, но здесь сейчас всю смену могут тудым-судым, тыгадым-тыгадым сделать, да. Задание выполнено.
О боже. О боже. Все живут, хорош. Сюда не успеют, не успеют, смотри. Чекай. 7, 6, 5, зараза. 4, 2, не успеем. Задание выполнено. Драка. Чем? Все живы. Живы, живы, нормально. Нормально, ну убежали 3 преступника. Ну и что? Ну и что? Поступил Ну и что? новый Зато вызов. все сотрудники живы. Да что ж такое? Вооруженное ограбление. Вы хорош. 3 вооруженных грабителей умудрились обобрать. Опять театральных зрителей. Да что ж такое? Так что те осознали всю серьезность произошедшего лишь после того, как преступники убежали. До последней минуты всем казалось, что это часть представления. Был у нас один. Умудрился полстраны обобрать. О боже. Что происходит на смене? У меня 6 человек тут в запарах просто в каких-то невероятных просто. Так, мне надо кого-нибудь снять. Подожди, смена какая-то? Слушайте, дайте я одного сниму, вот этого. Я бы взял вот это расследование. Да я... Поступил новый Да вызов. подожди! Поступил там. Так, бомжара, давай. Это, пора скиллуху растить. Ты что, зря борода, что ли? Да что ж такое? И ладно, бывает. Что здесь происходит на смене? Очевидно сообщают, что какой-то мужчина подъехал на заправку, вышел из машины и расстрелял парня за прилавком из автомата. А теперь он стоит и спокойно заливает бензин в свою колымагу. Я не знаю, успеют они вернуться. Если сейчас обострения ситуации не будет, то У успеют. нас нештатная ситуация. Отыскать, это ограбление театра. Значит, отыскать нужный автобус поздним вечером оказалось несложно. Преступники бросили его у лесополосы в километре от дешевого загородного мотеля. Отель или лес? Отель или лес? Лесополосы? Лес! Это сука! Нет, мотель. Позвонил администратор мотеля. 3 мужчин пригласили. Но на самом деле умные бы люди в лес убежали. Я не знаю, это какие-то тупые типы. Позвонил администратор мотеля. 3 мужчин пригласили ему оружием. Когда тот сказал, что свободных мест нет, пришлось заселить их в чужую комнату, пока те не вернулись постояльцы. Это наш номер сразу на вынос будет. Пожелай штурм! Задание выполнено. Обидно? На скеля. Притвориться, ты вдумайся в ответ. Притвориться, зайти в номер и сказать, что это наш, говорит это наши места. Типа, до свидания отсюда. Что, совсем дурак, что ли? Это точно тогда будет разрывная. Шо? Что тут, собралось уже что-нибудь? О, хорош. Следующую смену уже можно раскрывать. А, да ладно, подожди. Может, мы и здесь раскроем тогда преступление? Семен Городничев владеет автомастерской, которая служит штаб-квартирой мотоклуба байкеров. Он всегда ходит в белых кроссовках. Белые кроссовки. Белые кроссовки. Белые кроссовки. Нигде не вижу вообще упоминаний даже про кроссовки. После ограбления добычи в автомастерской принес Антон Тресяков. Он был один с большой сумкой. Так. Семен Городничев хранит украденные драгоценности в небольшом сейфе. Сейф расположен за дорожным знаком «Тупик». Тупик. 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 После ограбления
Значит, должен быть какой-то факт ограбления. Значит, тупик я вижу. Передача бабок вижу. Процесс ограбления вижу. Приехали с сумкой вижу. Стоп, белые кроссовки вижу. Вот это вопрос. Что-то не то. Это точно нет. Вот это шлак. Он всегда ходит в белых кроссовках. Семен Городничев всегда ходит в белых кроссовках. Все правильно, вот он. Ага. Ага. Не то. Вот он убирает. Что-то одно из этого нужно. Сумка. Вот это не то. Может быть, вот так, банда? Доставка добычи Антон Третьяков. Он был один с большой сумкой. Добычу привез один с большой сумкой. Один. Это нет. Это нет. Это нет. Что-то здесь не то. Сумка и вот это, наверное. Что-то вот с этим, да, завязано. Он был один с сумкой. Вот это, мне кажется, где-то здесь... Да, вот это не то. Вот сумка. Автомастерская, которая служит штаб-квартирой в белых кроссовках. После ограбления он был один с большой сумкой. Хранит украденное в небольшом сейфе. Сейф расположен за дорожным знаком «Тупик». Что-то здесь где-то не то. Я думаю, что все-таки вот так он привез. 2, 3. Где-то здесь не вяжется. Что это? Знак «Тупик». Это он. 100% тупик. По идее, вот он привез, зашел в автомастерскую, отдал типу, тот убирает, и все это завешивает знаком. Но не эти точно.
Что-то с сейфом. Стоп, может быть, драгоценности. IQ просто легчайший. Между прочим, за вот эту карусель нам пообещали огромные бабки. Секунду. Во-первых, все сюда выдвигаются. На самом деле это габельное, скорее всего, задание. Пытаемся вывести. Пока тормозите. Ну, бывает. Заняты все. Сейчас, если мы 30 тысяч облутаем, это будет просто вообще имба. Так, ну радует, что это крайний квест. Задание выполнено. Это вот просто... Ой-ой-ой, автоматики. Сюда. Сюда. Тяжелейшая смена. Просто тяжелейшая. Это было очень жестко. Не понял. Окей. Бахнули кого-то, ребят. В тачке, видишь, кто-то лежит? О, Джек, ты всегда возвращаешься так поздно. Что-то случилось? Плохие новости? Новости отличные, Джек, Лора готова. Готова? Она возвращается. Когда? Не спеши, Джек, Лора готова поговорить, но если она готова поговорить, значит она готова вернуться. Тебе лишь нужно подобрать нужные слова. Ты можешь подобрать нужные слова, Джек. Слушайте, я не идиот. Я не об этом тебя спросила, Джек. Я посреди ночи поехала на старую ферму и 40 Против минут часика. просидела на скрипучем крыльце не для того, чтобы ты огрызался. Я приехала, чтобы ты лично пообещал мне, что сможешь подобрать нужные слова. Так что давай еще раз. Ты сможешь подобрать нужные слова, Джек? Я смогу подобрать нужные слова, миссис Марком. Отлично. Завтра ночью в 3 часа в ресторане «Октопус». Знаешь такой? Да, но по ночам он закрыт. Я договорилась, чтобы они разок поработали круглосуточно. Не опаздывай, но и слишком рано не приезжай. Чат откройте, ребят, еще раз прошу. Спасибо. Миссис Марком, Такие моменты Да. можно закрывать, но потом наверное, я откройте. должен пригласить вас в дом и предложить вам чай. У тебя есть чай? Нет. Доброй ночи, Джек. Сейчас будет такая габелла. Если у меня типы пойдут сейчас на учебу. Такого не может быть, я не верю. Вы потеряли один слот, да вы охренели. За шо? О, дома сидишь. До свидания. Ой. Мистер Бойд, какие джентльмены просят вас выйти из кабинета? Кажется, они вооружены. Я не хочу в тюрьму, я красивый. Блядь. Меня там сейчас это... Меня продыряют там. Я не хочу. Блядь, это куканили. Это куканили взяли деда. За что?
за что? За что? Взяли, провернули дедушку. За что? Как пропеллер. А как с предыдущей смены-то? Подожди, вызвать. А как? С предыдущей-то как? Я не хочу пропеллером крутиться. Подождите. Подожди, главное меню? А как? А, во! 12-е, да, хочу. Да. Отправил всех на переобучение. Кого? Мол, не пришел на работу сегодня. Я держусь на ногах. Да, но приходи завтра. Завтра вам всем это понадобится, ребята. Там смена веселая намечается завтра. Ну, это мы пропустим, это мы слышали. Подождите, а как нам их на завтра-то? Поступил новый вызов. А как нам их сразу на завтра бахнуть? По-моему, в конце смены, да. Так, ну здесь мы все по старой схеме. Сейчас мы быстренько с вами прогоним. В принципе, мы тогда смену отыграли вообще четко. Так, все нормально. Все, чики-чики, да, мальчик хочет, чики-чики. Короче, вот ты понял. Так, да, но мы здесь уже с тобой знаем, да? Что... Все, андер этот, control. Да. Поступил новый вызов. Дом профсоюзов. Давай. Напруга просто прет. У нас внештатная ситуация. Много мирных людей. Задание выполнено. Помню. Все хорошо. Закрыть. Поступил новый вызов. Вооруженное ограбление. Да, вот сюда мы, по-моему, тоже выезжали. Сейчас нормально, сейчас попрет. Слушай, это сколько ж нам надо на следующую смену-то? Это же просто, это забей. Сколько надо народу отправить на следующую смену? Это же просто охренеть. Но мы отправим, в принципе, у нас все свежие, и плюс там еще придут через смену. Мы потом поменяемся. Нормально все. Нормально. Это кто? Нападение профсоюза, давай. Профсоюза, ну, как говорил мой дед, я твой дед. Всего доброго. Задание выполнено. Ну, просто убежал и все. Это надо, да, всю смену будет закидывать. Еще чтоб они на день вышли. Новый вызов. Чего? Отказаться. Задание выполнено. Сюда. На уверенности. По-моему, на это тоже забивали.
Не, ну смена веселая, реально. Вот здесь, если бы офицеров потерять, это все, это габельное. Задание выполнено. Пусть скрываются. Главное, чтобы мирные жители не гибли. Но здесь я никак бы не мог. Вообще никак. Ни при каких обстоятельствах. На лесопилку, по-моему, мы не ездили. По-моему, мы туда не ездили. 8 из 10, да, отрабатываем жестко. Какая-то подозрительная тишина. Или ездили. Я не знаю, какое-то подозрительное затишье на самом деле. Поступил новый вызов. А, понял. Сейчас можем... Вот сейчас рискнули, но можем... Можем лососнуть тунца. Ну и ладно, я попробую. Задание поступил новый вызов. Смотри, драку они порешали. Все невредимы. Они возвращаются. Вот если они сейчас успеют вернуться в подмогу. У нас внештатная ситуация. Мотель. Задание выполнено. На скеле. Можно тогда еще и на заправку сунуться, но это вообще будет прям жестко. А я же сейчас сунусь. А мне плевать, мне терять нечего. Поехали. Вообще легкая. Чекай. Мне кажется, это грустно сейчас закончится. Я практически уверен. Что-то как-то, по-моему, в этот раз немного все по-другому. Ну, я понял. Задание выполнено. И вот здесь сейчас очень важно. Как мне их отправить? Подождите, сейчас они вернутся. По-моему, завершить день, да? По-моему, надо завершить день, и там будет типа их отправить. Но здесь больше нет нигде. Вот. Так, чувак. Работать завтра. Работать... Вообще просто вся смена. Я не знаю, как вы придете. Пацаны, я не знаю, как вы отработаете, но реально надо. Просто реально надо. И вот, кстати, ты придешь работать один день завтра. И ты, кстати, тоже. Так, ну это мы с вами видели сцену. Слушай, реально накуканили. Представляешь? Главное, за шо? За шо? За шо? Вот скажи, за шо? Пойти домой, да. Я прибрала с выпивкой, да ты охренела! Можно домой? Нет! Все, хорош, нет! 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 Бабку отправили забухать, все, работаем! А то сейчас опять... А я не хочу. Я не хочу этим быть. Буравчиком. Урезаем вас бюджет. А одного рабочего уволить. А, так я могу опера уволить, что ли? А, да ладно. Опера можно уволить. Пошел нахер. Давай. До хутора, до хаты. О! Офицер Перси! Попрошу теперь называть. С блеском сдал экзамены.
Как говорится, вот так вот. Лайкосик там на ютубе заперся. Жестко просто. Жесточайше. Просто жесточайше. Так, отправляем элиту задерживать. Я думаю, без свата. Поступил новый вызов. Погоди. Да что? Подожди. Подожди-ка. Ну-ка сюда-ка. Так, нам надо срочно прогнуться под мэрию разочек. Надо шлифануть им от пупка до копчика надо. Значит так, драка, пенсионер. Сообщил о драке, возникшей между отцом маленькой девочки и собачником, чей отверил напугал ребенка. Пока мужчина выясняет отношения, собака сбежала в сторону аттракционов. Вот это вообще не есть гуд. Это может закончиться очень прискорбно, ребятки. Ну-ка, давайте прям пару отправлю. Сейчас можно доиграться. Там собака может столько сейчас народу минусануть на детских аттракционах, если тем более она агрессивная какая-то. Поступил новый вызов. Мэрия. Вот сейчас в мэрию надо. Несанкционированный митинг. По зданию мэрии собралась стихийная демонстрация. Человек 20 протестует против повышения... Вот он, мой звездный час! Так, поехали! Жесточайше! Задание выполнено. Так, драка оформлена. Хорошо. А 30 тысяч где мои? Можно узнать? Вы поймали всех... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 850, что? А где? А где? Ой-ой-ой. 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 Ой. Легчайший, просто тридцаточек. Сюда, мой хороший, сюда. Сюда. Как говорится, а что нам сюда? Так, знаете что, я бы какого-нибудь опера на самом деле зарядил. В принципе, можем себе позволить. Давайте. Одного оперка туда. Задание выполнено. Ой, как хорошо. Митинг разогнали. Вот это было очень важно. Вот это сейчас мэрия должна нам сказать месье Буку. Ограбление, центр города. Некая бабенка ходила по торговому центру, когда к ней подбежал парень в капюшоне и выхватил дорогущую сумку Гуччи, Тиффани. Вызвала полицию, нигде не могу найти охрану. Он еще в здании. Значит так, сейчас я тут Тиффани, да? Сейчас Ван Дам устроит вам бан. Поехали. Тиффани, да? Сейчас Картье тут начнется тут. Бан. Поступил новый вызов. О, фальшивомонетчики. Женщина поставила в парке палатку и предлагает всем желающим купить новую, крайне выгодную валюту. Но это будет... Я понял, что это будет. Я уверен. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. С сумкой-то у нас тут пошло это усугубление усугубленного. Преступник пытается выйти из торгового центра, но охрана заблокировала двери. Он побежит искать другой выход. А ну стоять! Ой-ой-ой. Преступник убегает на откок, подскальзывается и падает на лед. Из кармана у него вылетает нож. Перец! На! Безотказно работает, как часы. Сразу на! На, держи. Сюда. Видал? Жесточайше. Вообще просто эль-команданты. За что меня накуканили? Ну подумаешь, не... О, бабуля, тут смотри, тут бабуля усугубила. Сейчас тебе... Ты посмотри, гадость, а на бабке. Ни хрена себе, что там началось-то? Бабка фальшивомонетчица. Ты что там, я не пойму. Поступил новый вызов. Полгорода взбунтовалось из-за тебя. Задание выполнено. Сюда, бабулю.
Я с пацанами поделюсь. Кража, автобусная остановка. Вытянули бумажник, воровство обвиняет всех подряд, но остановка накаляется, ну, как всегда, это шляпа усатая. Двоих хватит. Поступил новый вызов. Да что за смены-то начались? Нарушение общественного порядка. В больницу пришел мужчина с огромной собакой. Рычит, на всех бросается. Ван Дам сейчас там всех успокоит. Офицер Ван Дам. Кстати, ему надо дать повышение, я считаю. Ван Даму надо дать повышение, потому что он может. Он реально могет. Поступил новый вызов. Около сотни человек собрались в парке с протестом против строительства нового казино неподалеку от В смысле? О, осуждаю. Вскоре подъехало несколько пикапов с крепкими парнями, которые без разговоров полели... Тут я смотрю, владельцы казино подъехали. Так, выезжаем. Не, сейчас Задание выполнено. со спецназом сейчас они отработают. Так, с собакой мужика накуканили. Дед уже 635 Задание опыта. выполнено. Так, все выполняют, молодцы, какие 500 уже у Ван Дамма. Так, тихо. Бан. Угадайте страну с одного раза в комментариях. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Драка в самом разгаре, похоже, в ход уже пошло холодное оружие. Стрелять в воздух, конечно. Задание выполнено. Сюда, все очканули! Всем сосать мордой в пол! А-а-а! Сработало. Поступил новый вызов. Все живы, все здоровы. Шо? Шо? А как? А как по-другому? Все хорошо, факт. Нападение к молодому диджею. Все диджеи петушье, ла-ла-ла-ла. Осуждаю. Осуждаю. Был у меня один знакомый, хороший Сашенька. Имя смешное. К молодому диджею, вышедший из магазина, пристал странного вида мужчина в черно-красной мантии. О, знаем мы таких. Сначала он выбил у него из рук банку энергетического напитка, предложив отпить людской кровь. Ну это понятно. Это Сережа, это девочки сейчас его накуканят. Дал С. В чате? Чешо. Содомиты. Детектив погиб во время расследования. Он бухал. Был немного конченым, не приходил на работу, так что... Ну, как говорится... Помянем. Не, а как? А как по-другому? Задание выполнено. Помер дед Максим, как бы, ну и хуй с ним. В принципе. Бухаря убили. Осуждаю вас. Прекратите это мне, вот эти вот инсинуации. Все в чате пишут, ну и хер с ним. Ты заорал, у меня батя лицом с кровати в пол упал. Извини, пожалуйста, я не хотел. А, нет, хотел. Объявляем, конечно. Ну что, двое не придут на смену? Как бы... Ничего страшного, пусть отдохнут. Сейчас же эти вернутся. Сейчас основная масса. Представление миссис Марком я должен был весь день провести, подбирая нужные слова. Но, к собственному удивлению, я всеми силами старался отключить голову. Сейчас будет аннигиляция. Меня не волновало даже, почему Лора захотела встретиться в 3 часа ночи. Да еще и в ресторане, в который мы ни разу не ходили. Кажется, замануха Я не какая-нибудь. знаю, что скажу ей. И что-то мне подсказывало, что она готова к этой встрече не лучше меня.
Но с наступлением темноты я окончательно перестал волноваться. Нужные слова придут, когда я ее увижу. А если не придут, так мне и надо. Не, те автоматически должны вернуться, они же на сутки вышли. А-а. Они сейчас еще ту смену отработали, и эту смену отработают. Не-не-не, гонево. Да за что? Говорят, когда тебя вырубают одним ударом, ты не успеваешь ничего почувствовать. Вранье. Было больно. Каждый день, что я провел в коме, боль была невыносимой. Сходил? Попил пивка? Что это, блядь, такое? Что это, блядь? Что это? Да что это за поебень? Эта бабка нас на быдло навела. У, сука. Плюс майнер в компе. Нормальная. Да, я тоже об этом слышал. Но что, если они решат слить все репортерам? Мы должны думать о том, как прикрыть наши жопы. Я знаю людей, которые могут с этим разобраться, но им понадобится как минимум неделя. К тому же, если мы хотим... Лейтенант Штейт, извините, что отрываю вас, но на второй линии Джек Бойд... Штейт, да? На мое место уже сел. Кто? Джек Бойд, сэр. Звонит вам из больницы. Ах, Гибсон, я перезвоню тебе. Ничего не делай без сука. моих парней. Джек, ну ничего себе, я и не знал, что ты Да? очнулся. Врачи сказали, что ты мог пролежать в этой коме месяцы, а то и годы. Как ты себя чувствуешь? Скажи мне, что ты управляешь участком, Мартин. Не понял. Ради бога, Мартин, скажи мне, что участком управляешь ты, а не какой-нибудь присланный Роджерсом хмырь. Да, Джек, я исполняю обязанности шефа полиции, но в субботу приедет новый человек, Кевин Полсон. Он... Кевин Полсон? Да-да, это Сейчас мы парень из- мафия. Я знаю, С кто такой Анканем. Кевин Полсон. Теперь слушай внимательно, Мартин. Я возвращаюсь на работу. Я шеф полиции Фрибурга и останусь им еще 4 месяца. Подстроили... Ты сделаешь столько С Мэри, телефонных с звонков, Мэри. сколько нужно, чтобы все устроить. Если будут какие-то проблемы, грози судом, репортерами, шантажируй их. Но проблем не будет, потому что они знают, что им проще подождать до зимы, чем разбираться надо сейчас звонить с тем этим скандалом, который мы мафиозникам. устроим. И созови пресс-конференцию. Слушай, Джек, я понимаю, правда на твоей стороне, но ты должен учесть... Мартин, как давно тебя перевели к нам? Скоро будет 5 лет. Сколько раз за эти 5 лет ты приходил ко мне на мой день рождения? Сколько раз приезжал ко мне на ферму, Дай когда пермаком я или собирал самарку. ребят на вечеринку? Ни разу, но... Ни разу. Потому что тебе насрать. Мне тоже насрать на тебя, Штет. Не я назначил тебя своим заместителем. Да мне и плевать. Но если бы ты хоть раз пришел ко мне в гости, ты бы сразу увидел большую яму на моем заднем дворе. Мусорную яму. Знаешь, для всего старого хлама. Вонючую яму, забитую гнилой мебелью и прочим говном. Так вот, Штет, если я хотя бы на секунду усомнюсь в твоей преданности, ты отправишься прямиком в эту кучу отходов. Может, встретишь там кого-нибудь из знакомых. Помнишь Кендрика, да? Пресс-конференцию созвать на завтра? На послезавтра. Завтра я иду за покупкой. Нормально. Нормально. В кому, да, хотели отправить? Теперь у вас новая машина. Сейчас я воплощу ваши скрытые желания. Теперь у вас новая одежда. Сейчас я тут устрою. Новая прическа. Сейчас я тут устрою. Тут разборки эти мафиозные. В кому деда отправили? Ой!
Теперь у вас новое отношение к жизни. Отныне вы настоящий воин, который не станет считаться с идиотами, стоящими у него на пути. Вы самостоятельно, уверены в себе, просто решителен, полон сил. Как и любой наш подписчик. Не хватает только одной мелочи — модных солнечных очков. Они внесут финальный штрих в ваш образ. Сейчас вот попрет тут сейчас. Очки. Так, ну это... Могу ли я вам чем-то помочь? Я сам сделаю выбор, я мужик. Но это диджеи такие носят. Это для пацанов. А вот эти желтенькие. 500. Легко. Модные солнечные очки просто желтенькие. Нет, уже слишком. 500 баксов, бабки не проблема, пацаны, вообще просто есть. Чисто как этот Бурунов. Сейчас жестко реально подъеду, просто наточили. Опа, сюда. Опа. Ну что? А? Боже мой, Джек, что за прикид? Рот Ты хочешь, закрой чтобы- свой! Яма на заднем дворе, Мартин. Всегда помни про яму на заднем дворе. Ни с кем не разговаривай до начала конференции. Я попробую быстро провести тебя к сцене. Кевин Полсон здесь, он хотел... Джек, с трудом узнаю тебя. Не думал, что такой человек, как ты, способен поменяться. О. Надо бы нам почаще видеться. Мы ведь не встречались с того момента, как... Да с того дня, как я уволил тебя, Кевин. Ты хотел сказать с того дня, как я сам уволился, не желая больше терпеть коррупцию и произвол в полицейском участке, да? А, да. Почаще повторяй себе это говно, Кевин. Мамки, А привет. знаешь, Джек, я рад, что все так получилось. В отличие от тебя, я потратил эти 7 лет с пользой. Моя новая строительная компания получает заказы от администрации города и процветает. У меня новый дом, новые увлечения, даже жена новая. Может, слышал о ней? Шелли Роджерс. А Шелли Роджерс решил породниться с мэром. Ха-ха. Исполнил свою давнюю мечту. Пожалуй, я исполнил все свои давние мечты. Осталась одна. Навести порядок в полиции Фрибурга. Ты серьезно, Кевин? Я серьезен как никогда, Джек. Я вообще человек серьезный. Не так часто увидишь прошлое полиции Фрибурга и будущее полиции Фрибурга на одной и той же пресс-конференции. Надеюсь, вы уже Сейчас, закончили. петушара. Мне Я нужно вам устрою кое-что здесь обсудить с расследование. тобой, Кевин. Джек, репортеры уже заждались. Сейчас Джек скажет. Сейчас, ребята, вы кайфанете. Без коррупции, да? Сейчас я заявлю. Сейчас пойдет. Мой затяжной уход на пенсию незаметно превратился в цирковое представление. К счастью, я умею глотать шпагу и прыгать через горячие обручи. Им понравится. Казалось бы, при чем здесь Сивцева? Она тоже, знаете, шпаги глотает. Опа! Сейчас мы в серии такую точечку поставим. Доброе утро! Мистер Бойд, у вас новая прическа? Конечно! Я чувствую себя другим человеком. Так что и прическа должна быть другая, бейба. Шо? Вы знаете человека, напавшего на нас? Нет. Мэри еще не дала окончательного ответа на вопрос, вернетесь ли вы на свой пост. Вы думаете, Роджерс примет решение в вашу пользу? Абсолютно. Я шеф полиции Фрибурга. Нравится ему это или нет? Вы считаете, прошедшее с вами как-то повлияло на вас? Увидим. Жестко, просто жестко. Ну-ка, наберите-ка мафии. Не пришел на работу, да вы меня запарили. Могу я пойти домой? Да. Нет. Разбил зеркало. Нет. Да. Нет. Да. Лычки. Естественно, Перси. Рядовой Перси. Первый. С 2 лычками. Заслуженно. Факт. Все напишите в чате, что факт. Потому что это факт. Это наш боец, это наш Перси.
Жестко просто. А что произойдет с Перси дальше, ты узнаешь дальше. В следующих сериях. Так что заходи, не скупись, покупай живопись.